Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о том, почему нельзя ходить дома босиком. Казалось бы, понятно и ясно, но все же наши предки не просто так говорили о том, что нужно всегда ходить в доме в тапках. И наши аргументы вас достаточно сильно удивят, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете мира, любви, гармонии, финансового благополучия и достатка в их жизни. Итак, почему же нельзя ходить дома босиком? Хотя, если разобраться, достаточно много людей ходит босиком дома. При этом мало кто задумывается о том, какими последствиями это для нас чревато. Не знаю, как у вас, но моя бабушка всегда ругала меня за то, что я по дому бегала босиком. И когда, находясь еще достаточно была я маленькая, я спрашивала всегда, почему нельзя бегать без тапочек. Она мне говорила достаточно просто, что денег не будет. Конечно, когда мы достаточно маленькие, мы многих вещей не понимаем, но, вы знаете, со временем стало ясно и понятно, что бабушка не врет, и у бабушки были свои определенные аргументы. Да, возможно, она не могла это объяснить, но если так разобраться, как говорится, разложить пасьянс, то мы поймем, почему это происходило так. Хотя, если мы обратимся к народным целителям, то они скажут о том, что ходить без обуви даже полезно. Почему? Потому что активизируются энергетические точки, массируются стопы и оздоравливается весь наш организм. Но наши мамы и бабушки, прабабушки всегда, если вы обратите внимание, подсунут гостю тапочки и станут уверять, что нельзя ходить босиком. И такая забота наших родителей порой связана с древними советами, приметами и имеют вполне разумное объяснение. Вы знаете, это было не просто так. Почему? Потому что именно ходить босиком по дому почему нельзя? Эта народная примета уходит далеко в прошлое. Раньше летом ходили в обуви, могли себе позволить только те, кто был богатым человеком, потому что крестьяне, бедняки в то время с апреля по октябрь ходили исключительно босиком. С тех пор даже существует поверье, что хождение босиком провоцирует бедность, а в некоторых случаях и полную нищету. В старину могли только состоятельные, богатые люди иметь обувь и могли ее, соответственно, часто менять. Бедняки же обходились одной парой, которую порой надевали только по праздникам, а в остальное время ходили босыми. И между отсутствием обуви и бедностью была установлена прямая зависимость. За неимущими даже закрепилось прозвище «босяки». И со временем эта связь переросла в народную примету. Если ходишь как босяк, то быть тебе бедным. Поэтому человек, который добровольно отказался от обуви, как от признака состоятельности, выражал невольное намерение быть причисленным к низшему сословию. Вскоре у людей, конечно, менялись привычки, человек, возможно, начинал жить как бедняк, а удача и богатство, изобилие отворачивались от такого человека. И, соответственно, постепенно, год за годом, человек доходил до полной нищеты. Ну, а если вы хотите быть богатыми, то обязательно носите комфортную, качественную обувь и не экономьте на покупке этого важного предмета гардероба. В какие дни нельзя ходить босиком? Вы должны понимать о том, что в определенные дни в году ходить без обуви категорически не рекомендуется.
И все они не сулят ничего хорошего. Итак, давайте перечислим самые интересные и важные для них, а вы себе запишите и будете использовать в своей жизни. Во-первых, нельзя ходить босиком 28 августа. Это день Успения Пресвятой Богородицы, достаточно большой православный праздник. Поэтому прогулки без обуви в этот день чреваты ухудшением здоровья и возникновением большого множества заболеваний. Также нельзя было ходить босиком 4 января, в день поминовения святой великомученицы Анастасии. Помимо возникновения различных заболеваний, такая прогулка могла спровоцировать несчастье у близких родственников. Нельзя ходить босиком и за грибами, потому что босому грибнику не будет способствовать удача. Грибы, если и попадутся, то только старые и червивые. Также категорически нельзя ходить босиком в доме, где есть усопший. Проверить на себя это действие никто не решался, поэтому все неукоснительно всегда соблюдали запрет ходить по дому босиком, пока умершего не похоронили. И действие этого запрета распространялось еще на сутки после погребения. Считалось, что тот, кто ходит без обуви, сам может в ближайшее время последовать за покойником, потому что босые ноги поведут его в мир мертвых. Те, кто приходит проститься с умершим, не разуваются и приближаются к гробу в уличной обуви. И обращаем ваше внимание, что в такой день нет места лишним церемониям. Все горюют, скорбят и печалятся, а может быть не разуваются, помня просто о плохой примете. И в доме, в котором есть покойник, нельзя снимать обувь. И это также может не только накликать беду, но и негативно повлияет на будущее человека. Как это может отразиться? Это возможные болезни, а также сильные головные боли. И если верить народным приметам, то не только сторонним людям нельзя ходить без обуви в этот день, но и на 9-й день также нельзя ходить. Считается, что душа попадет в рай, очистится, если люди не будут снимать в доме обувь. Конечно же, если верить народной примете, люди, которые в доме постоянно ходят босиком, имеют проблемы с деньгами, с финансами. Денег у них никогда долго не задерживается. Да, они могут получить, например, прибыль от хорошей какой-то сделки, но все, что произойдет, нужно будет отдать на добрые дела. Также обращаем ваше внимание, что не стоит ходить без обуви по асфальту, бетону и плитке. Почему? Потому что это как минимум может вызвать сильную усталость и плохое у вас самочувствие. Поэтому старайтесь в своем доме, в квартире все-таки не ходить босиком. Для этого сегодня есть достаточно красивые всевозможные комнатные тапочки, которых вы можете использовать в своей жизни.